Бадма, здравствуйте. Ну, наша идея такая, что раз в неделю мы будем с вами встречаться и обсуждать какие-то важные события, которые произошли за неделю. Мы будем обсуждать, почему это важно для нас отметить и понять, что происходит. Да, здравствуйте. Ну, в первую очередь, события, которые интересно рассматривать нам, вот как россиянам, я думаю, вот, на это сделаем акцент, потому что важных событий сейчас много происходит, там, и сдача Херсона, допустим, там, и попадание там ракет в Польшу, да, ну, это обсуждают все. Я вот предлагаю сконцентрироваться на тех темах, которые ну, на наш взгляд, будут касаться конкретно процессов, тенденций, да, каких-то не событий, а вот именно тенденции обсуждать. Мгм. Ну, сразу же, как только мы начали обсуждать нашу там тематику первой встречи, вы сказали о том, что это очень важно, то, что произошло с Евгением Нужиным, бывшим добровольцем ЧВК «Вагнер». Расскажу по порядку. В сети интернет появилось видео, где бывший доброволец ЧВК «Вагнер», я его не смотрела, но я читала описание, был жестоко казнен. И вы сразу сказали, что это очень важно для нас там понимать тенденцию, как вы сейчас называете. Почему это важно, какой-то анализ сделать с этого момента? Для меня тут важно даже не сама казнь, потому что Вагнер уже так казнил людей, когда они были в Сирии. И были обращения правозащитников, «Новая газета» проводила расследование, устанавливала личности, но правоохранительные органы никак не реагировали. Для меня важно здесь письмо генеральному прокурору, который написал Пригожин, то есть человек, который контролирует это ЧВК. И вот здесь уже претензия на разрушение монополии на насилие. Что такое монополия на насилие? Это термин, скажем так, да, ввел Макс Вебер, основатель социологии, когда пытался объяснить, что такое государство. И вот он объяснил, государство можно определить через монополию на насилие. Когда у каких-то сил эта монополия существует, оно становится государством. Если монополии на насилие нет, то есть, ну, как вот в нашем случае, да, государство, у него суд, правоохранительные органы, все подчиняется государству. То есть я не могу, там, допустим, моего друга, родственника задели, я не могу пойти взять нож и решить эту проблему. Да, я обращаюсь в суд, и тогда вот таким образом работает государство. Когда монополии на насилие нет, то государство начинает рушиться. То есть мы сейчас говорим не об этих там распадах, там, о чем сейчас оппозиция, да, там любит говорить. Мы говорим о... Основы государственности. Да, да, да. И вот, чтобы пояснить, почему монополия на насилие так важна, после Макса Вебера вот, уже более современные социологи, которые имели больше объем материалов, там, и все, ну, и у них уже была встроенная теория достаточно, которую они могли опровергнуть или подтвердить. Наиболее такие известные работы, посвященные государству, это государство как стационарный бандит, есть такая теория, то есть они объясняют, что такое стационарный бандит. Это бандит, который сидит на месте и обложил данью, там, допустим, большую территорию, но предлагает им свою защиту. Они ему платят деньги, это рэкет, да, то, что в 90-е называлось рэкетом. Есть еще такая работа государства как организованная преступность, это Чарльз Стилли, очень известный социолог, и как раз вот по теории государства. Вот он на примере, кстати, он обратился к повести временных лет, на примере Древней Руси он показал, что как образовывалось государство. То есть сначала были набеги, это у всех, не только в Древней Руси, вообще там. То есть какая-то банда, допустим, викинги, да, там шли, кого-то грабили, возвращались домой, да, а потом это стало все невыгодно. Они поняли, что это невыгодно. Гораздо легче обложить данью и сидеть на месте. И тебе приносят дань эту, платят. Но если на твоих, скажем так, тех, Это кого ты назвала контролируешь, налоговой позарил, системой. да, да, это потом стало налоговой системой. Если кто-то позарился на твою территорию, которую ты контролируешь, тогда ты идешь в бой, там, показываешь свою силу, а все остальное время ты сидишь на месте и просто собираешь налоги. И вот так вот
в принципе, эта монополия на насилие вот так вот и складывалась. И потом она стала таким важнейшим институтом, который определяет государство. И вот не сама казнь важна, а то, как Пригожин издевательски прокомментировал саму казнь, а потом еще не менее издевательское написал письмо в Генпрокуратуру, где он сказал, что мы просим проверить, там, или они сами проверяют, я сейчас точно не помню. Я поясню. Да. Пригожин написал заявление в прокуратуру, где он просит расследовать, если эта казнь на самом деле имела место быть, это преступление, и если к нему имеют отношение американские спецслужбы, потому что он говорит, мы предполагаем, это американцы, потому что, посмотрите, кирпич, на который лежит голова Нужина, он окрашен в серый цвет, а в России цвет такого кирпича не предпочитают, или там не слышно русской брани, а если это были бы россияне, они бы ругались. Да, ну, то есть очень издевательски, и его версия, да, в конце, что мы предполагаем это вообще, и расследуем версию, что это американцы заслали и посадили Нужина специально в тюрьму на 27 лет, потому что предполагали, да, это именно издевательский тон, и что это там все было спланировано, и вот они его в конце концов создали все условия для его казни. Это вызов государству. Если мы вот говорим, что с института насилия государство выросло, но оно все усложнялось, там появлялись другие институты, да, то вот эти вот институты как вторичные по отношению к насилию, да, там, они уже давно разрушены. То есть у нас нет независимых СМИ, там нет выборов, нет там судов независимых, это все уже давно разлагалось, но институтное насилие был той скрепой, да, которая вот держала эту государственность. И сейчас вот Пригожин, он бросает вызов. Это неосознанный вызов, это, скорее всего, просто безнаказанность, которая зашла слишком далеко. Но по факту он сейчас поставил правоохранительные органы перед такой, как сказать, дилеммой, да, все знают, что это человек Путина, и как реагировать, да, и если вы зажуете, то вы уже вообще никто, получается, потому что, ну, вот так вот с ними еще никто не обращался. А если не реагировать, то как, да, получается сейчас там сложное время, туда-сюда, там война, да, и вы тут еще между собойчики устраиваете, то есть вы можете попасть под какой-то пресс. Опять же, чей пресс, да, если, допустим, реагирует прокуратура, да, там пресс получается путинский, и то есть той непосредственной банды, которая занимается насилием Путина прямым, да, то есть вот Путин, конечно, он там прямые поручения не дает, там, разбейте голову кувалдой, да, там, но он знает, чем Пригожин занимается, он его покрывает, и вот уже дошло до того, что Пригожин уже вот такую безнаказанность чувствует, что может вот так вот обращаться с Генпрокуратурой. Мне кажется, это, ну, последствия этого будут такие серьезные, правоохранительные органы начнут искать какой-то другой центр, то есть, ну, они все-таки люди с оружием, люди влиятельные, и их это, я думаю, заденет, они будут искать какой-то другой центр, и тут, возможно, вариант, я не могу далеко предсказывать, но то, что процесс вот этого разложения зашел слишком далеко, вот эта история очень ярко показывает. Надо еще, наверное, сказать про Кадырова. Это другой пример человека, который правосудие берет в свои руки и там совершает вот так, как он считает нужным, правильно? Да, но вот Кадыров ограничен, во-первых, территорией, во-вторых, он ограничен контекстом. Это все-таки послевоенная такая территория, где до сих пор кажется, что лишь бы хоть как, да, лишь бы не новая война. И самим чеченцам так кажется. Я вот работал на Кавказе, я с ними разговаривал, они говорят, ну лучше уж один Кадыров, чем в каждом селе комендант, который вот, напьется, там кого-нибудь изнасилует или застрелит, и потом никому ничего не докажешь. И они терпят Кадырова. И вот раскол монополии на насилие уже давно произошел, но вот кадыровцы, они были как-то законсервированы. Пригожин был все время в командировках, да, там, а здесь вот получается теперь Пригожин от имени государства действует, и он еще насмехается над этим государством, то есть он уже получил очень большую влиятельность, и
Я думаю, что вот это вот очень важный процесс, за которым надо следить, как эта монополия на насилие будет расползаться и к чему это приведет. Вот, к сожалению, это может внутри России обернуться такими очень кровавыми даже событиями, потому что когда речь идет о том, кто будет контролировать насилие, тут уже в ход идут все средства. Как это все закончится, сейчас сложно предсказать. У нас Зубов был на интервью, и он как раз говорил о том, что там из тех иностранных источников, что он читает, что он предполагает, что группировка Пригожин и Кадыров, они там создают свою какую-то, пытаются создать властную структуру, которая может противостоять потенциально правоохранительным органам. Но это временный союз, потому что и у Пригожина, и Кадырова большие амбиции свои личные. Кадыров вообще себя внешнеполитическим игроком видит, как одним из игроков мусульманского большого мира. Для него это война в Украине, это временная история, на которой он может увеличить свой вес, да, скажем так, политический. Пригожин, почти слухи, которые СМИ распространяли, то есть он тоже собирается в политику, собирается создавать свое политическое движение. То есть мы после войны мы можем оказаться в очень интересной ситуации, когда центров будет много, и эти центры будут военизированы. Те вот мифические 90-е, это все-таки нельзя говорить, что бандиты полностью контролировали. Да, они влияли сильно на политику в том числе, но они знали свое место. Сейчас это вот может дамбу эту прорвать, потому что представьте, сколько человек мобилизовали, да, там, и многие же воюют, в том числе под началом Пригожина, да, они потом будут возвращаться, люди с поломанной психикой, люди, которые почувствовали себе дозволенность, и помимо того, что большие игроки будут между собой там делить власть, вот эти люди еще будут чувствовать свою, как сказать, непризнанность, что ли, что они вот там за родину, а их тут никто не признает, и поскольку у них уже чувство безнаказанности уже останется в крови, с этим очень сложно будет бороться. Пригожинцы не боятся ничего, это по абсолютной вседозволенности. Вот каким образом они вернутся в Россию, вот это вот большой вопрос. Мы обязательно будем следить за этой ситуацией и рассказывать, как дальше развиваются события. Я вот хотел крупные точки отметить. Дальше все-таки это нужно наблюдать. Пока реакции никакой нет. Песков сказал, что это не наше дело. Москалькова, уполномоченная по правам человека, вроде бы там сказала, что они будут проверять видео. И глава Совета по правам человека Фадеев сказал, на войне всякое бывает. То есть это государство полностью расписалось в своей беспомощности. Я вот понимаю за антивоенных оппозиционеров, потому что это, по сути, отмашка, что со всеми можно вот так вот, и как они теперь будут в России себя чувствовать, вызывает большие опасения у меня. Я понимаю, о чем вы говорите. Я напомню, что мы говорим о Евгении Нужине, который стал знаменит тем, что он сдался украинским властям и дал интервью журналистам украинским о том, что он доброволец из ЧВК Вагнера, о том, что он был завербован, находясь в тюрьме 27 лет. Вот, и он дает это интервью, и после примерно через пару месяцев мы видим, как его судьба сложилась. И поэтому, когда вы сейчас говорите, что это как бы отмашка, что можно поступать очень жестоко с теми, кто говорит против власти, это вот вы на это указываете, да? Да, я думаю, что и это тоже аукнется. Самое большое значение – это то, что мы видим, как разлагается государство прямо на наших глазах. И, скорее всего, это сигнал о том, что будет очень кровавая дележка власти. А второй уровень – это, конечно, вот оставшиеся пацифисты, они сейчас в очень сложной ситуации, потому что, по сути, дали добро. Вот, своими ответами Песков, там, его устами все-таки президент говорит, там, и все эти уполномоченные по правам человека, так называемые,
они все расписались, что так можно, война есть война. Поэтому как это будут интерпретировать люди, которые стоят на нижних ступеньках, это вот теперь остается только наблюдать.